В общем, получается вот такой шлем. В первую очередь он сделан для бугурта. И здесь есть некоторые изменения. Например, учитывая, что наше забрало не имеет лобовой части, то есть у нас забрало уходит сразу ниже смотровой щели, будет проблема с тем, что когда вас будут хорошо торцевать в лицо, оно может опускаться и уезжать дальше, в шею по сути. И чтобы этого не происходило, здесь дополнительно поставлены вот такие упорчики, которые предотвращают опускание и уход забрала в шею, в кадык. Да, здесь вроде бы есть такой изгиб, который должен был бы цепляться за купол и предотвращать это движение. Но я думаю, что его будет маловато. Кроме этого, есть отверстия, которые сделаны только для того, что когда у вас поломается кнопка, вот эта, которая фиксирует забрало в закрытом положении, вы могли быстро поставить сюда пару болтов и закрутить намертво ваше забрало, чтобы вы могли выйти в следующий бой сразу же, потому что бывает ситуация, когда у вас нет времени на починку нормальную. Вкручиваете или болтик, или заклепываете, и можете дальше безопасно воевать. Еще одно изменение, которое существенно важно. Значит, кнопка у нас находится вот тут сверху. Дело в том, что исторические кнопочки, которые находятся вот здесь снизу, они, не защищают. Сколько бы я ни делал, всегда есть шанс того, что вас просто хорошенько так бьют сбоку. И, за счет вибрации забрала и купола, она отщелкивается сама. Это проблема историчных кнопок. Нонсенс в том, что правильные, с исторической точки зрения, технические решения в доспехе, не всегда работают так, как надо сегодня в спортивном бугурте. И вот эта кнопка, это тому просто хороший пример. Здесь ее никогда не было, но тут она зафиксирует забрало максимально хорошо. Снизу есть множество различных вариантов, и все они не работают. Потому что при хорошей подаче сбоку, чем-то тяжелым, кулаком, щитом, алебардой, забрало может отщелкиваться. Сверху забрало так легко уже не отщелкивается, хотя все равно нужно помнить, что шанс есть. К тому же можно деформировать купол шлема в этом месте, возле кнопочки. И опять же кнопка перестанет нормально функционировать. Я даже делаю пропил в этой бочечке, вот в этом месте. Сейчас попробую словить фокус. Здесь сделан запильчик, в который цепляется забрало. Но даже с этими всеми ухищрениями, и даже с тем, что я заклепываю заклепку посильнее, чтобы забрало не легко ходило, а так трудно поднималось, вот, чтобы оно не падало, чтобы оно легко не открывалось. Вот видите, как оно двигается. И все равно для хорошей надежности приходится выдумывать какие-то вещи, которых не было в средневековье. Поэтому реконструкция полная в безопасном бугурте практически невозможна. Но во всем остальном этот шлем очень близок к оригиналу, на мое усмотрение. У него есть задняя деталька, которая хорошо, кстати, защитит затылочную часть и основание шеи. У него есть лобовая деталь, как и на оригинале, кстати. Тут есть хитрость, о которой я уже рассказывал. Под этой деталью купола нету. Он вырезан наглухо, для того, чтобы не создавать лишнего веса. Здесь у нас забрало с похожими отверстиями, как на оригинале. Немного есть дополнительные отверстия под полкой забральной. И дополнительные отверстия вот в этих местах. Во всем остальном это очень близкая версия к тому, что стоит в музее. Дополнительные фотографии с этого шлема вы можете найти на моем сайте, ссылка будет в описании. И для заказа такого шлема вам нужно написать на email armorysmith@gmail.com. Сам email тоже будет находиться в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока.